меня зовут Лена. Я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить бисквитный ПП-торт на рикотте. Это сливочно-ванильный тортик с очень мягкими влажными коржами и вкусным кремом. Первым делом соединяем сухие ингредиенты. 100 грамм любой цельнозерновой муки, у меня это мука зеленой гречки, подсластитель по вкусу, 10 грамм разрыхлителя, немного ванилина по желанию. Я люблю иногда в бисквитах использовать ванилин, у него уж очень яркий аромат. Также для коржа нам понадобится 200 грамм рикотты. Добавляем 70 грамм молока и пробиваем блендером, чтобы не осталось комочков. Рикотта даст коржу нежный сливочный вкус и очень мягкую, слегка влажную текстуру. Покажу вам ее в конце видео. 6 яиц разделяем на белки и желтки. Белки отправляем в чашу для взбивания. Чаша должна быть сухая и обезжиренная. В белки не должно попасть ни грамма желтка. А желтки отправляем к рикотте с молоком. Желтки с рикоттой смешиваем венчиком. И можно сразу добавить к этой массе сухие ингредиенты, так как белки взобьются быстро. Добавляем и перемешиваем. К белкам добавляем полграмма ксантановой камеди. Это 1 мерная ложка объемом 1 мл без горки. Этот натуральный ингредиент помогает белкам не опасть после добавления остальных ингредиентов. Вместо камеди можно использовать пудру эритрита или натуральный сироп без сахара. Замены я пропишу в описании под видео. Взбиваем белки до устойчивых пиков. Как только белки стали неподвижны при перевороте чаш, сразу останавливаем взбивание. Не перевзбейте, в данном бисквите это особенно важно. Перекладываем небольшую часть белков к тесту, перемешиваем. Еще небольшую часть. Таким способом тесто станет более пышным. И при соединении с остальными белками не упадет вниз чаши, а легко перемешается. Добавляем его к белкам. Аккуратными движениями лопатки снизу вверх перемешиваем тесто. Вымешивать долго его не стоит, только добиваемся однородности и все. Перекладываем тесто в заранее подготовленную форму. У меня это кольцо диаметром 16 см с дном из фольги. Внутри проложен круг пекарской бумаги. Немного разравниваем и отправляем выпекаться в разогретую до 175 градусов Цельсия духовку на 55 минут. Когда корж испекся, проверяем его готовность деревянной шпажкой, она должна выйти сухая. После остывания снимаем фольгу, круг пекарской бумаги и прорезаем ножом вдоль бортиков, чтобы вынуть корж. Вот такой высокий корж получился. Запаковываем его в пищевую пленку и оставляем в холодильнике как минимум на 5 часов, а лучше на ночь. Перед сборкой торта приготовим крем. Нам понадобится 600 грамм рикотты. Рикотта должна быть комнатной температуры. Добавляем подсластитель по вкусу. 30 грамм растопленного масла ги. Это масло даст нашему крему потрясающий сливочный вкус и аромат, а также стабильность, так как в холодильнике оно застывает. Можно также использовать кокосовое масло. И 1 чайную ложку натурального экстракта ванили. Тщательно перемешиваем все ингредиенты с помощью блендера. Таким способом мы можем избавиться от комочков в рикотте и полностью объединить все ингредиенты крема. Получается вот такой мягкий, гладкий и безумно ароматный крем. 430 грамм крема пойдет внутрь торта. Я перекладываю его в кондитерский мешок. А оставшийся крем пойдет на покрытие. Его я тоже перекладываю в кондитерский мешок. Этот крем храним в холодильнике до момента покрытия торта. Корж настоялся, влага внутри него равномерно распределилась, он стал мягче и податливее. Срезаем с него неровную шапку. Оставшийся корж делю на 2 равных по толщине коржа. Намечаю ножом линию надреза по всей окружности и не спеша прорезаю корж. Получилось 2 очень мягких ароматных коржа.
Для сборки я буду использовать то же самое кольцо диаметром 16 см. Кольцо стоит на подложке. Внутрь прокладываю ацетатную ленту для удобства извлечения. На середину подложки капаю немного крема, чтобы зафиксировать торт. Выкладываю нижний корж. Эти коржи не нуждаются в пропитке, они влажные сами по себе. Дальше 300 грамм крема. Это довольно внушительный слой, но и коржи у меня в этом торте совсем не маленькие. Разравниваем. Выкладываем второй корж. Аккуратно прижимаем. И покрываем оставшимся кремом. Здесь уже всего 130 грамм. Также выравниваем. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 5-8 часов. Для декора я мелко порублю горький шоколад без сахара. Здесь плитка 100 грамм. Получается вот такая крошка. Когда торт настоялся, снимаем пищевую пленку, кольцо и ацетатную ленту. И наносим крем на боковую поверхность торта. Выравниваем сбоку и сверху, пока не добьемся ровной цилиндрической формы. Обязательно очищаем подложку, смоченной в воде салфеткой. И наносим на торт шоколадную крошку. Сбоку я ее хорошо прижимаю рукой, а сверху просто насыпаю. Вот такой тортик получился. Очень простой декор. Конечно, сверху можно его еще украсить, например, ягодами. Давайте его разрежем. Разрез у этого торта очень простой и ожидаемый. Бисквит занимает большую часть. Но какой это бисквит? Нежный, влажный, с мягким сливочно-ванильным вкусом. Крем в этом торте тоже очень вкусный и безумно ароматный. А шоколадная посыпка отлично оттеняет сливочную нежность торта. Вместе это очень вкусно. Такой ванильный тортик при желании можно разнообразить ягодными или фруктовыми начинками. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!